дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В первых двух видео из цикла передач «Изнанка супружества» мы попытались установить глубинные причины разлада в супружеской жизни и угасания любви. На примере философии тотальной женщины Марабель Морган и откровенного анализа проблем замужней женщины в современном социуме от Бетти Фриден и Эстер Перель мы обнаружили, что как в традиционном браке, так и в модели брака равных эти причины ускользают от понимания, словно они связаны с какой-то безымянной, невидимой злой силой, и от супругов требуются недюжинные таланты, чтобы их осознать и оживить любовь. В этом видео мы продолжим наблюдение за трансформацией любви в брачном союзе, следуя за судьбами и любовными переживаниями героев, созданных художественным гением великих писателей XIX века. Когда мы говорим о загадке любви, то следует различать по крайней мере два уровня вопрошания. Один связан с глубинным содержанием любви, ее смыслом и конечной целью, другой – с необъяснимыми, кажущимися мистическими проявлениями любви в реальных отношениях, ее зарождением, расцветом, метаморфозами, мерцанием, угасанием или обращением в свою противоположность – ненависть. Высокая литература дает яркие картины парадоксов любви, ее неожиданных изломов и трагических развязок, которые выступают наглядными примерами, демонстрирующими безупречность или ограниченность той или иной основополагающей концепции любви, которой явно или неявно придерживался автор. Посмотрим, как в романах Льва Толстого удивительным образом пересекаются эти два уровня поисков ответов на вечные любовные вопросы. В первом романе «Семейное счастье» 30-летний Толстой рисует историю любви 17-летней девушки и серьезного, немолодого, вдвое старше ее человека, бывшего другом отца, а теперь ее опекуна. Толстой создает изумительную, поэтическую картину первой любви молодой девушки, описывая роскошную свиту ее нежного чувства. На сцену любви выходят новые живые существа, ее мечты, мысли и молитвы, но уже каждая мысль была его мысль, и каждое чувство – его чувство. Природа удивительным образом преображается, и знакомый сад, деревья, дорожки, сухие листья оборачиваются сказочным миром прекрасного, где волшебная стена красоты, раздвигаясь, пускала нас. Возникает новое, близкое и глубокое общение с Богом, душа очищается и наполняется светом и теплотой, появляется желание сделать что-то доброе всем людям. Эта полнокровная любовь восходит к своей вершине в момент запутанного, но все же состоявшегося объяснения в любви. Описывая этот пик счастья от любви, Толстой использует неожиданные эпитеты, которые, по сути, указывают на дальнейшее неизбежное угасание любви. «За что? За что?» – все еще твердила я, а в душе у меня было счастье, навеки ушедшее, невозвратившееся счастье. Проследуем вслед за героями романа по ступеням увядания любви. Первым коварным новшеством любви стало чувство совершенного равенства ему, и уже через 3 месяца оно не замедлило обернуться своей вероломной стороной. Обидевшись, что он все еще считает ее ребенком, не желая посвящать в детали неприятных хозяйственных вопросов, она отворачивается от него
и добивается своей цели. Спокойствие его исчезло, испуг и боль были на его лице. Одним из роковых для Толстого в любви является вопрос: «За что ты меня любишь?». На этот ее шутливо вызывающий вопрос он отвечает, что не знает, но любит, глядя на нее внимательным, притягивающим взглядом. Неизвестно, что она прочла в его глазах, но все помутилось. Я ничего не видала и должна была зажмуриться, чтобы оторваться от чувства наслаждения и страха, который производил во мне этот взгляд. Можно только с любопытством отметить, как один из парадоксов, что утверждение о наличии любви почему-то вызывает не только наслаждение, но и страх. Следующим испытанием любви становится энергетический избыток этого переживания, который закрадывается в ее душу новым беспокойным чувством. Она ощущает, как счастье любить гаснет в каждодневных привычках жизни, в то время как ей мало было любить, хотелось волнений, опасностей и самопожертвования для чувства. Этот запал любви, обернувшийся камнем преткновения, вплетается в более сложный узор лабиринта испытаний любви. Спустя 3 года, когда отношения с мужем стали холодно-дружелюбными и возникла граница нежности, за которую теперь он как будто не хотел, а я не могла переходить, она упрекает его за то, что он позволил ей испытать жестокие прелести светской жизни, которые разделили их непониманием и сделали ее несчастной. Откровенный разговор супругов в конце романа можно считать вторым объяснением в любви, не менее запутанным и рискованным, чем первое. Героиня романа понимает, что уже не может быть как прежде, что ее муж прав, осталась любовь, но не та, осталось ее место, но она вся выболела, нет уж в ней силы и сочности, остались воспоминания и благодарность, и открывает для себя новое чувство любви, как начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни. В последующих произведениях о любви Толстой уже не может удержаться от того, чтобы не показать трагическую развязку всех тех противоречий и испытаний, с которыми сталкивается любовь в брачном союзе. Спустя 30 лет после романа «Семейное счастье» в повести Крейцерова соната, которая могла бы быть прямолинейно названа «Семейное несчастье», Лев Николаевич Толстой, уже имеющий богатый опыт супружеской жизни, снова обращается к роковым, разрушительным силам, помимо доброй воли супругов, являющим себя в браке. Так что герой повести Познышев, женившийся по любви и намеревавшийся устроить идеальный брак, заканчивает ненавистью и убийством своей жены. К упомянутой в первом романе опасности для высокой любви, исходящей от ритуалов, норм и правил, устанавливаемых ярко прожигающим жизнь высшим светом, добавляются конкретные детали. Это прикрываемое блестящими женскими нарядами, увеселениями и праздностью разжигание похоти и испорченность мужчины до брака, убивающая естественное, чистое отношение к женщине. В результате мучительного размышления о яблоках раздора своего брака герой Крейцеровой сонаты обнаруживает ряд более глубоких причин, губящих любовь в браке и превращающих его в обман или насилие. Наряду с упоминанием довольно распространенных суждений об иллюзорности фантазии влюбленности и невозможности любить всю жизнь одну или одного из-за неизбежного пресыщения и выгорания чувств, Толстой словами своего протагониста обнажает 2 скрытые, как от внешних наблюдателей, так и от супругов, фатальные причины семейной драмы. Одной из них выступает ядовитый шип розовой поры влюбленности, воплощенный в невозможности случайным образом встретить
идеально подходящего партнера. Так же, как не может быть, что в вазу гороха две замеченные горошины легли бы рядом. Познашев убежден, что в этом отношении любовь мужчины и женщины несимметрична. Причем любовь женщины менее надежна. Если даже допустить, что мужчина и предпочел бы известную женщину на всю жизнь, то женщина-то, по всем вероятиям, предпочтет другого. И так всегда было и есть на свете. А другой, крайне коварной причиной крушения надежд на счастливый брак является использование женщинами чувственности как оружия, чтобы возместить свои права и компенсировать неравенство в половом общении. Но при этом они заходят так далеко, что приобретают страшную власть над людьми. Толстой видит в этом не только протест против социального и семейного неравноправия мужчины и женщины, но и протест человеческой природы против животного, которое подавляет женщину в результате необузданной половой страсти мужчины. Убийственная женская сила чувственности складывается в результате накопления скрытой неудовлетворенности и ее взрывного выплеска в самых неожиданных формах и обстоятельствах с целью восстановить равновесие, резко качнув маятник супружеских отношений в другую сторону, хотя бы и ценой разрушающего брак и любовь конфликта. Посреди этих любовных историй о семейном счастье и трагическом несчастье Толстой создает изящную картину роковой любви в романе Анна Каренина, до сих пор вызывающую множество пересудов. Вдумчивые почитатели романа, конечно, отмечают, что безоглядная любовная связь Анны Карениной и Алексея Вронского развивается на фоне семейной драмы Стивы и Доли Облонских и семейной гармонии Константина Левина с Кити Щербацкой, обретенной его настойчивой, светлой любовью. Однако следует также обратить внимание на разговор Стивы Облонского с Левиным, где, ссылаясь на Платона, Левин говорит о двух видах любви, так что для людей, которые понимают только неплатоническую любовь, не может быть никакой драмы. Покорно вас благодарю за удовольствие, мое почтение, вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что... Здесь диалог обрывается, и дотошный читатель вправе задуматься, почему. Ну, например, потому что в эту схему не вписывается центральная любовь романа Анны и Вронского. Создав героиню, решившуюся на любовь без границ, свободную от всяческих условностей, гениальный художник Толстой вынужден следовать логике этой высокой, по-настоящему чистой, но не идеальной платонической, а реальной любви. Почему же этой любви суждено погибнуть? В поисках ответа на этот вопрос не следует идти на поводу у множества внешних обстоятельств, приземляющих и угнетающих всякие запредельные душевные порывы, таких как надменное отторжение высшего света, глухое осуждение близких, смертельно опасные роды, разлука с сыном, мучительность развода. Конечно, создающих невыносимое давление на любое проявление радости и чувство счастья, но не влияющих напрямую на саму любовь. Ведь автору было бы проще придать какую-нибудь низкую черту Вронскому или поселить мстительную идею в голове Каренина. Но оба близких Анне мужчины, переживая крайнее душевное напряжение, почти идеальны в своих человеческих качествах. Не случайно одно сновидение почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что они оба теперь довольны и счастливы. Но этот сон – лишь предзнаменование какого-то внутреннего изъяна, заключенного в ее всепоглощающей любви.
Анна Каренина чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни еще меньше из своего сердца. По сравнению с этим необъяснимым, неуправляемым, злым духом борьбы любящих сердец, рассмотренные нами ранее в предыдущих видео мистические проблемы замужней женщины выглядят довольно легковесными. Только исключительным коварством этого таинственного врага любви можно объяснить целую цепочку нелепых недоговоренностей и смятений, ведущих к трагической развязке. Пониманием, что он не стал бы обманывать меня, и убеждением себя самой в том, что он уж давно не любит меня, готовностью сказать утешительное слово и необъяснимым молчаливым уходом, желанием бежать, чтобы объясниться, и сдерживанием себя. Если же не пускаться в рассуждения о злых духах, то следует признать, что по-настоящему любящее сердце крайне ранимо, и, будучи не в состоянии источать всю полноту любви, оно предпочитает сгореть в столь же сильной, неприступной гордыне и угаснуть, нежели поселить в себе хоть на мгновение другое, менее яркое чувство. Можно также задуматься о том, существует ли в принципе какой-нибудь приемлемый выход для столь запредельной любви. Здесь будут неуместны досужие суждения о легкомысленности или максимализме, невротизме или маниакальной одержимости, отсутствии здравого смысла или эмоционального интеллекта. Иначе не было бы трагической истории любви искренне верящих в Бога Элоизы и Абеляра, мучительных страданий одаренного умом и чутким сердцем молодого Вертера, высокой любви, несовместимой с жизнью без нее, благородного мелкого чиновника Желткова и ряда других, возможно редких, но запоминающихся и вызывающих уважение историй. Похоже, что судьба запредельной любви, как правило, печальна. Однако в романе есть указание на то, каким бы мог быть благоприятный исход высокой, свободной любви. В параллельной, внешне благополучной истории любви Левина и Китти внезапно возникает злой дух тягостных раздумий, преследующих Константина Левина. Этот враг высокой любви как будто передается от Анны Левину во время их знакомства, когда Левин старался угадать ее чувства и боялся, что Вронский не вполне понимает ее. Для Левина женитьба на любимой, принятие драгоценного существа в свою жизнь обостряет вечные вопросы, теперь, казалось бы, цельного человека. Он говорит себе: без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить, а знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить. Отметим, что для Вронского Толстой определяет иное испытание любви, как вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания. В поисках ответа на мучительные, ставящие на грань самоубийства вопросы, Толстой отправляет Левина прокладывать свою особенную, определенную дорогу в жизни. И тот, после разговора с мужиком, от закружившихся в голове ослепляющих мыслей, обнаруживает существующий в нем самом камертон смысла своей жизни и любви. Жить для души, по правде, по Божью. Это внутреннее открытие приходит не как вывод разума, а как понимание таинственных голосов о чем-то радостно и озабоченно переговаривавшимся между собой, и дарит ему веру, духовную силу и настоящую любовь. В следующем видео из цикла передач «Изнанка супружества» мы погрузимся в истории любви, созданные гением
Антона Павловича Чехова и попытаемся обнаружить известные ему сокровенные таинства любви и брака. Для более полного представления о затронутых в передаче вопросах рекомендуем ознакомиться с моделями традиционного брака и брака равных в 12-й лекции о супружеских отношениях из цикла «Пространство осознанной любви». Чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись, в свободное время подумайте над следующим вопросом. Какие обнаруженные героями Льва Толстого причины, губящие любовь в браке, актуальны в наши дни? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».